Многие говорят о том, что 2025 год. Все, всем придет звездец. А есть проект будущего развития человечества. Такое уже происходило на нашей планете с прошлыми цивилизациями. Они открывают портал к Богу, то есть дают возможность получать или потреблять эту энергию жизни. На уровне человеческой морали плюс власть, сила и ядерные ракеты очень легко могут это все исправить. Почему выбрали искусственный интеллект? Многие говорят, специалисты, о глобальном переходе, о том, что мы переходим в новую эру. И с точки зрения, например, той же астрологии, да, мы переходим из одной эры в другую, но самый основной переход является именно в умах и в сознаниях людей. Почему переход происходит именно сейчас? Человечество добилось такого уровня своей неблагодарности по отношению к энергии жизни и к Богу, что создало очень сильный энергетический потенциал. Этот потенциал должен быть сбалансирован и уравновешен. По правилам баланса этого мира, да, и по законам Бога того, что все должно находиться в балансе и в гармонии, любой потенциал, который создается в нашем мире в виде энергии, он должен балансироваться. Если рассмотреть человечество с точки зрения одного цельного организма, то каждый индивидуум в виде одного человека является частью этого организма. И вот каждый индивидуум в своем восприятии, в своем духовном развитии определяет тот или иной потенциал, который он закладывает в этот весь организм. Грубо говоря, каждая клетка, если она прогнила, то и весь организм гниет. С человечеством происходит приблизительно то же самое. Если мы обратим внимание на то, как люди относятся друг к другу, как люди относятся вообще к природе, да, потому что природа — это часть жизни, планета, на которой мы живем, это жизнь тоже. И через это тоже проходит энергия жизни, то есть энергия Бога, не только через каждого человека. И вот это отношение приводит к тому, что человек не ценит ее, разрушает, использует, пытается доминировать, включает вот это желание власти и так далее. Оно приводит к сильному выбросу и к потенциалу. Вот этот потенциал должен быть сбалансирован. Поэтому что может сбалансировать этот потенциал? Только другой живой организм, соответственно, планета, на которой мы живем. Планета будет разгоняться, если простым словами объяснять, да, то есть вот эта сила, которую мы создаем, она будет балансироваться силой планеты. Каким образом? Планета начнет реагировать, то есть начнутся катаклизмы, меняться погода, возможно, даже будет изменение полюсов. Но для того, чтобы произошло изменение полюсов, нужно слишком сильный большой потенциал, который человечество, в принципе, пока еще дать не может. То есть такие сильные потенциалы можно добиться на планете только благодаря ядерным войнам, например. Тогда планета может среагировать на изменение полюсов. В квантовой физике, даже в квантовой механике есть такое объяснение, как изменение полюсов у квантов. Допустим, идет вращение по одной траектории, и потом резко меняется. То есть север с югом меняются местами. Вот то же самое происходит и в принципе в космосе, одни и те же процессы. И наша планета тоже является частью космического пространства и тоже подвержена, так сказать, этим законам. Для того, чтобы произошло изменение полюсов в нашей планете, должна быть очень сильная сила, которая эти полюса поменяет. Вот для того, чтобы эта сила создала такое воздействие на нашу планету, что-то должно его спровоцировать. Обычная, так сказать, неблагодарность на уровне человеческой морали это не сможет сделать. Но разогнанная неблагодарность на уровне человеческой морали плюс власть, сила и ядерные ракеты очень легко могут это все исправить. То есть создать этот потенциал, и планета поменяется. Есть 3 сценария перехода, которые я вижу. Первый сценарий, где люди все-таки доходят до уровня своего низменного проявления, да, и относятся к божественной энергии жизни с тотальной неблагодарностью и, соответственно, забрасывают это все ядерными ракетами. Такое уже происходило на нашей планете с прошлыми цивилизациями. Мы это можем видеть на территории даже Африки. Очень много от ядерных взрывов этих воронок. Можем видеть цивилизации, той же индийские цивилизации, которые были очень богаты, сейчас находятся просто там в тотальной бедности и нищете. Да, можем видеть африканские государства, которые находятся в тотальной бедности и нищете. И далеко ходить не надо, давайте посмотрим на глаз Сахары. Одна огромнейшая воронка размером с пол-Сахары и куча засыпанных городов и территорий на других континентах по 3, 9 и 10 метров, например. Ту же Москву там половину выкопали, да, там тот же Санкт-Петербург выкапывается, пол Европы выкапывается. Очень многое, что осталось, зданий, которые остались под землей. Это все следствие определенных катаклизмов.
Есть предположение, что тогда была ядерная война, люди дошли вот этого до уровня своего пика неблагодарности, неосознавания вообще, что энергия жизни протекает не только через них, но и также через природу, в которой они находятся, через других людей, с которыми они общаются. И жажда власти, жажда доминирования привела вот к тому, что, возможно, я не утверждаю это 100%, но, возможно, планета тогда поменяла полюса. И мы сейчас просто повторяем тот же самый сценарий, по сути. Это первый сценарий. Если человечество дошло до этого, закидало друг друга ядерными ракетами, и возможность того, что полюса поменяются, увеличивается. Вариант номер 2 развития сценария — это то, что сейчас инвестируют туда большое количество денег, это развитие искусственного интеллекта. А есть проект будущего развития человечества именно с точки зрения технократии, управлением новой моделью, так скажем, экономической и моделью управленческой всего мира будет заниматься искусственный интеллект по определенному алгоритму, по определенному, так сказать, прописанному коду. Почему выбрали искусственный интеллект? Потому что сразу отпадает у нас взяточничество, то есть отпадает человеческий фактор, соответственно, все равны, алгоритмически можно это все проследить, также автоматически это все можно контролировать и управлять этим всем. Это то, к чему человечество на данный момент пришло с точки зрения своего ума, и я не считаю это, допустим, плохим каким-то решением. Это просто единственное, наверное, на самом деле решение, которое человечество сейчас из позиции своего развития может для себя предпринять. Перспективы, как всегда, двоякие. Есть положительные аспекты, есть некоторые отрицательные аспекты. Но единственное, что я скажу, что умирание в духовном плане, оно будет происходить сильнее, человек будет сильнее духовно себя терять. И есть третий вариант развития, это где человечество не дойдет до ядерных бомб, но Земля все-таки будет реагировать, будут происходить малое количество катаклизмов. Изменение полюсов на планете приведет просто к тотальному уничтожению всего живого на планете и перерождение вообще всего живого. Давай еще раз посмотрим на ту вещь, что многие говорят о том, что 2025 год, все, всем придет звездец, все сдохнут, всех там придет та-та-та и так далее и тому подобное. На самом деле очень большой вопрос, придет ли. То есть зависит очень много от глав государств, зависит от того, как мы будем себя вести. Но вибрационное поле Земли, да, то есть ее вибрация, она меняется, потому что необходимо балансировать нашу низкочастотность. То есть, грубо говоря, наше сердце бьется на определенной частоте. Да? То есть мы дышим и ощущаем себя на этой планете, и живем, мы вибрируем на одной и той же частоте, что и эта планета. Если вибрации планеты начнут увеличиваться, то и мы, соответственно, как живой организм, обязаны будем адаптироваться под нее. Что такое низкочастотные, высокочастотные вибрации? Это состояние человека, чувство, которое он чувствует. Это определенный образ ума. Если в голове у человека происходят процессы из позиции высоких духовных ценностей, которые высокочастотные, это любовь, чувство веры, чувство благодарности — это высокодуховные чувства. Они вибрируют на высоких частотах. То есть они открывают портал к Богу, то есть дают возможность получать или потреблять эту энергию жизни снаружи, то есть внутрь. И человек чувствует себя, становится здоровым, жизнерадостным, он полон жизненной энергии и так далее. При низкочастотных, таких как агрессия, обиды, апатичное состояние, это деструктивные чувства, они низкочастотные. Они приводят к разрушению, к закрытию вот этого портала к Богу, то есть отдаление от Бога. Бог — это же что? Первоисточник. Источник огромной живительной силы, энергии. Соответственно, что происходит? Происходит потеря и слив энергии, которая есть у человека, как батарейка. Мы теряем эту энергию. Человек что начинает делать? Человек начинает закрываться, человек начинает умирать в прямом смысле этого слова, терять энергию, начинает болеть и так далее. Если планета выходит на вибрации высокочастотные, то мы обязаны соответствовать ей. Мы должны для того, чтобы выжить, выходить также на эти вибрации. Если мы не будем выходить, планета станет для нас непригодна для жизни, если простым языком сказать. Кто и как сможет пережить этот переход? Пережить переход смогут те люди, которые выйдут на высокочастотные вибрации. Люди, которые проработают свои бессознательные установки. Мы же привыкли врать, мы же привыкли завоевывать, мы же привыкли доминировать и так далее. Да? Жадность у нас хорошо развита. Эти все установки, они раньше нам помогали, как человечеству, помогали выживать. Кто сильнее, тот и прав, да? Кто хитрее, тот больше заработал денег и так далее. Сейчас же по-другому. То есть кто помогает, кто сочувствует другим людям, испытывает чувство любви, он и получает эту жизненную энергию.
Сейчас вот такие люди будут выживать. Но надо понять, что ум — это не очень такой простой алгоритм, где ты просто вот такой: ай, давай-ка я сейчас поиграю в любовь, и я типа спасусь. Типа я такой хитрожопый чувак, сейчас я типа, извините, наебу систему, поиграю в любовь, прикинусь таким всем святым, да, и тут все спасется. Нет, ничего подобного. То есть ум человека всегда знает, где он врет. И он всегда докопается до любой истины глубинной, которая есть у него в голове. Единственное, на каком уровне ты можешь изменить себя, это на уровне своих духовных ценностей. Потому что это самые глубинные вещи, как столбы, да, то есть как фундамент. Вот если там все хорошо, то ум, дойдя до конца, поймет, что зацепляться не за что. Нету греховности, за которую ты можешь зацепиться. Нету лжи. И первое, наверное, что я хочу посоветовать всем людям, это перестать себе врать. Посмотреть в зеркало, и если ты видишь в этом зеркале человека-неудачника, человека негативного, человека лгуна и так далее, первое — это посмотреть тебе в лицо и сказать так, как оно есть. Это будет первый сигнал и понимание, куда тебе необходимо идти для того, чтобы развиваться духовно. Второе, конечно же, это надо находить людей, которые умеют работать с сознанием человека, могут провести, могут помочь проработать тебе, осознать уроки. Это могут быть различные учителя духовные, это могут быть те же, например, гипнотерапевты, работая с инструментами гипнотерапии. Да, это могут быть психологи. Я психологов не воспринимаю вообще за специалистов. Психолог может подсветить и дать название вашей болезни. То есть, скорее всего, вас оттуда не вытащит. Второй вариант: вы можете довериться жизни. Жизнь учит дороже, больнее, но эффективно. Грубо говоря, человек сопротивляется каким-то установкам. У него есть бессознательная установка, что вот я, обманывая других людей, зарабатываю себе деньги на жизнь. Я выживаю таким образом. Спасает эта установка этого человека? Да, спасает. Бессознательно она его спасает и выручает. Она ему дает возможность выжить в этом сложном мире. И для него, для бессознательного, это истинная правда. Она плюс еще работает на инстинкте самосохранения, и там идет вопрос жизни и смерти. Наебать или, извините, сдохнуть. Соответственно, человек начинает обманывать. Он обманывает, для него это естественная его форма бытия. И тут ему говорят: нет, ты должен быть честен по отношению к себе, потому что ты умрешь. Что будет происходить в его сознании? Он умом будет понимать, что то, что я говорю, правильно, но сделать с собой ничего не сможет, потому что 96% его истинного «я» стремится к тому, чтобы выжить. А как? Обманывая других. Как можно помочь ему перестроиться из этой позиции, из этой установки в другую установку? Только погружение в бессознательное, только работая с той установкой, переосмыслением той ситуации, где он лично сам принимает решение. Что он делает? Первое, он кается в том, он признает в том, что он был неправ, он осознает, почему он был неправ. Не просто так, что мне сказали покаяться, я типа покаялся и это проканало. Нет, он должен осознать, почему одна модель не работает, другая работает, почему он поступал так, и принять решение, сделать выбор, встать на путь света. И только после этого у него будет происходить проработка. Кто-то должен его взять за ручку и отвести туда. Вот они и спасутся. Каким образом вы помогаете людям и как вы приводите их к Богу? Я использую различные инструменты для работы с сознанием. Я много изучал вообще работу сознания человека, работу ума, как он взаимодействует. То есть это изучение психологии, изучение и психиатрии, и гипнотерапии, различных, так сказать, нестандартных практик, духовных практик. Это медитации, работы со своим трансовым состоянием, в том числе как и шаманические практики, работа с различными растениями, которые помогают приходить в определенное измененное состояние, через которое можно работать с трансформацией сознания человека. Поэтому у меня инструментов достаточно много. Багаж инструментария большой. Я использую тот, который необходим в тот или иной момент. Например, необходимо сделать резной стол. Мастера, если будет одна отвертка или один молоток, ни хрена он из этого не сделает. Мы это прекрасно понимаем. То есть его стол будет похож на некое такое непонятное что, которое мастер будет называть столом. Если у мастера инструментов много, он может из этого вырезать резной стол. Но количество инструментов не показывает мастерству мастера. Всё верно. Может быть плохой мастер с большим количеством инструментов, а может быть хороший мастер, но без инструментов. И в том, и в другом случае хороший, крутой стол не получится. Для того, чтобы получился качественный резной стол, должно быть большое количество инструментов и мастерство работать с ними. В моем случае мастерством является состояние просветленного сознания, которое я получил в середине января 2024 года.
Это изменило мой подход к работе, это изменило мое ощущение восприятия мира, это изменило даже то, что я чувствую и вижу, как действует ум в головах у других людей. Как человек думает, как он себя ведет. Это все происходит на бессознательном уровне, считывание происходит на бессознательном уровне. Мне не надо на уровне ума анализировать и думать, и это помогает мне, как проводнику, вести человека к тому месту, где человек сделал ошибку в своем выборе. То есть не с позиции своих духовных ценностей, а из позиции своих низменных ценностей. То есть корысти, жадности, алчности. И там переосмыслить, получить этот опыт, понять, что я там сделал неправильно, и я дальше не буду так больше делать. Человек перепрописывает это, выходит, и в его жизни вот так по щелчку пальца меняется состояние. Вот таким образом я помогаю. В основном через инструменты гипнотерапии. Это регрессивный гипноз, прогрессивный гипноз, это инструменты НЛП, коучинга и так далее. Как это меняет судьбу человека? Глобально судьбу для того, чтобы поменять, это неоднократно надо заходить, а не одну проблему убирать. То есть это надо прям целый пласт прорабатывать. То есть про полное перепрограммирование личности человека. Если мы говорим за одну проблему, то это как удалить вирус на компьютере. Вот залетел какой-то троян у тебя на компьютере, ты зашел через антивирус, удалил и все, и дальше пользуешься. Но мы такие биологические машины, в которых вирусов там просто тьма тьмущая. Удалив один вирус, мы особо как бы не изменим ничего. Но вот сделав чистку, перезапустив систему, установив правильные программы, которые будут помогать человеку, мы можем изменить его судьбу. То есть он начнет судьбу брать в свои руки. Что такое судьба? Судьба держится на одной очень важной вещи, которая называется карма. Многие думают, что карма — это наказание. Нет, карма — это следствие твоего выбора. То, что мы сейчас имеем, это следствие наших выборов. Вот эта запись, которая проходит сейчас, это следствие нашего выбора в прошлом. В том, что для нас стало важным, мы выбрали, что мы должны прийти сюда и записать вот это интервью и дать пользу людям. Сейчас мы это делаем, мы это пишем. И когда мы это выпустим, оно принесет какую-то реакцию, даст. И даст какое-то следствие определенное. Вот это и есть карма. Вот это будет определять дальнейшее действие, цепочку развития жизни вот этого интервью. Соответственно, будет меняться его судьба. Каждый человек вправе изменить свою судьбу. У него есть такое право. Он просто его не выбирает. Он привык плыть по течению. И у каждого сейчас есть такая возможность взять свою жизнь в руки и начать управлять ею. Не в сторону улететь в кювет или умереть, или жить в несчастье, а в сторону жить в любви, в радости и на стороне света. Не забудьте поделиться этим видео и подписаться на канал. Артём, я благодарю вас за столь полезную информацию. Встретимся в следующих видео.